Когда человек впервые видит старый, по-настоящему старый дом. Не тот, что просто обветшал, не тот, у которого облупилась штукатурка и просел фундамент, а тот, в котором, кажется, проживает свой век само время. Его охватывает чувство, весьма сходное с неловкостью, которую испытываешь, когда входишь в чужую церковь в разгар давно начавшейся службы. Ты еще не знаешь местных правил, но уже понимаешь, что они есть, и что хуже, понимаешь, что нарушишь их почти немедленно, одним фактом своего присутствия. Именно это чувство испытал Артем Савельев в тот день, когда впервые увидел усадьбу князя Куракина на берегу озера. Он, впрочем, был человеком не того склада, чтобы доверять подобным ощущениям. Ему было 33 года. Он считался хватким и удачливым предпринимателем, имел сеть ресторанов в областном центре, занимался арендами, банкетами, реконструкцией старых зданий под коммерцию и любил повторять, что у любой романтики есть правильная цена за квадратный метр. Все в его жизни сводилось к числам, договорам, срокам, сметам и марже, а всякая аура места существовала для него лишь постольку, поскольку ее можно было выгодно продать клиенту под видом исключительной атмосферы. Усадьбу он купил именно по этой причине. Старинный дворянский особняк, расположенный всего в 40 километрах от города, на высоком берегу озера, в которое впадала узкая темная река, казался ему находкой почти чудесной. По документам здание проходило как аварийное. Наследники давно исчезли. Местные власти были счастливы избавиться от объекта, который десятилетиями пустовал и только тянул деньги на охрану и бумажную консервацию. Артем приобрел его почти за бесценок, при условии, что возьмет на себя все расходы по восстановлению и благоустройству. В голове у него уже нарисовались картины, связанные с его работой. Вот тут на пустыре стояли шатры, вокруг были развешаны гирлянды, что излучали мягкий и теплый свет. Там поставим белые арки. Он сразу отметил несколько мест, где ракурс для фотографий был крайне хорош. На фоне дом, озеро, лес вдали. Да, отличная локация для выездных церемоний или элитных корпоративов для состоятельных бизнесменов. Местные, однако, энтузиазма не разделяли. Из обрывков чужих рассказов, бабкиных пересудов у магазина и пьяной болтовни охранника районного архива он составил довольно нелепую на первый взгляд историю. Когда-то усадьба принадлежала князю Льву Илларионовичу Куракину, человеку, который в молодости будто бы был приближен ко двору Николая II, вращался в самых высоких кругах и слыл то ли покровителем искусства, то ли собирателем редкостей, то ли одним из тех непонятных людей, которые существуют только возле трона и питаются не деньгами, а чужой важностью. Потом, если верить слухам, он заинтересовался оккультными практиками, древними культами, славянскими языческими обрядами, стал принимать в доме каких-то странников, староверов, заграничных мистиков и в конце концов был отлучен от церкви и от двора, официально за святотатство, соблазн и непристойные обряды. Артем, когда слышал это, обычно улыбался. У каждого объекта, который нельзя продать просто как здание, обязательно находилась легенда, и чем глупее легенда, тем охотнее в нее верили люди. Но вот сам дом, надо признать, даже его, человека практичного, поразил. Он был огромен, некрасив в привычном смысле, не той правильной музейной красотой, которая рождается из симметрии, реставрации и ухоженной старости. Напротив, особняк выглядел так, словно его слишком долго оставляли наедине с озером, лесом и собственной памятью, и все эти силы в разное время пытались присвоить его себе. 2 этажа, высокая центральная часть с обрушившимся мезонином, боковые крылья, галерея, колонны, лестница, широкое крыльцо, теперь уже поросшее мхом и шиповником.
Окна были в большинстве своем забиты досками или пустовали чернотой разбитых рам. Кое-где остатки лепнины еще цеплялись за фасад белыми язвами, но большей частью дом посерел, потемнел и облез до такого состояния, при котором уже нельзя было сказать, штукатурка это, старая кость или выцветшая кожа. Участок тоже был не садом, а скорее остатком сада. Когда-то здесь без сомнения были дорожки, клумбы, беседки, может даже статуи. Теперь же все это поглотили дикие кусты, шиповник, заросли ежевики и одичавшей малины. В некоторых местах трава поднималась человеку по пояс. Старая чугунная ограда местами ушла под землю, местами сгнила, а местами заросла так, будто ее пыталась поглотить сама почва. По дальнему краю участка, уже ближе к лесу, стояли несколько огромных елей и лип, под которыми тень даже днем казалась какой-то подземной. Все это в сумме производило впечатление не заброшенности даже, а враждебной неприязни. Дом не столько пустовал, сколько как будто терпел время, природу и людей с одинаковым молчаливым презрением. И все же Артем его купил. Купил, оформил бумаги, прикинул первую смету и уже через пару дней отправил туда бригаду из 6 человек с техникой. Задача была простая – расчистить двор, вычистить внутренние помещения, вынести мусор, оценить несущие стены, крышу и уже после этого заходить на капитальный ремонт. В первый день все прошло хорошо. Прораб отзвонился, сказал, что дом тяжелый, запущенный, но ничего неожиданного. Грязища, крысы, мертвые голуби, но работать можно. На второй день тишина. Ни прораб, ни кто-либо еще из рабочих на звонки не отвечали. Сначала Артем не придал этому значения, потом начал раздражаться. К обеду раздражение превратилось в уверенность, что его пытаются либо кинуть, либо пьянствуют на объекте за его деньги. Аванс он выдал большой, но не настолько, чтобы самому обанкротиться, но вполне достаточно, чтобы почувствовать себя оскорбленным. К 4 часам он уже ехал туда. Погода стояла странная, сухая, холодная, с тем особым светом, что свойственен поздней осени, который будто выжимает из мира все теплые краски. Озеро было темным, почти черным, как старое зеркало, а река, впадающая в него у лесного края, шла тяжелой полосой, будто вливая в неподвижную воду собственную неприязнь. Во дворе усадьбы все было на месте. Экскаватор стоял у заросшего проезда. Рядом с ним сиротливо прислонилась к стене бетономешалка. Вокруг были разложены штабеля досок и хаотично разбросанные инструменты. Дверцы техники не были заперты. На подножке экскаватора лежала куртка одного из рабочих. На земле валялась недокуренная сигарета, уже размокшая от росы. Но людей не было. Вообще никого. Артем заглушил мотор, вышел из машины и несколько секунд просто слушал. Над озером тянул ветер. Кусты шиповника издавали сухой скрипучий звук, усиливающий чувство запустения. Где-то в лесу каркнула ворона. Вот и все звуки этого места. Он выругался, поднялся на крыльцо и пошел в дом. Внутри было холоднее, чем снаружи. Не от сквозняка, а так, как это обычно бывает в старых каменных помещениях, что не отапливаются десятилетиями. «Эй!» — крикнул он. «Мужики!» Голос его ушел вглубь, ударился о пустые залы, вернулся странным приглушенным эхом, словно дом не хотел отдавать звук целиком. Он прошел через вестибюль, дальше в большой зал с обваливающейся лепниной и остатками зеркал на стенах. Весь пол был завален мусором, который, судя по всему, рабочие успели выгрести из некоторых комнат. Да, следы работы были видны. Часть мусора сгребли в кучи, где-то поставили подпорки, да и в коридоре мелом была нарисована схема уборки.
Артем обошел первый этаж, потом второй, заглянул в бывшую библиотеку, в столовую, в длинный зал с колоннами, где из треснувшего паркета уже рос мох, поднялся на галерею, откуда был виден двор. Ни души. Каждая оставленная вещь делала происходящее более глупым и более тревожным. Вот термос, вот раскрытый ящик с гвоздями, связка проводов, вот чья-то пачка сигарет, вот валяется целая груда инструментов, премиальных марок. Рядом стоят заправленные генераторы. Никто, решивший сбежать с авансом, не бросил бы здесь инструмента на сумму куда большую, чем этот аванс. Это значило одно из двух. Либо случилось что-то по-настоящему срочное, либо он не решился даже закончить мысль, потому что для альтернативных вариантов у него не было ни слов, ни фантазии. В конце концов, он нашел комнату, которую рабочие обустроили под временную спальню. Вокруг стояли раскладушки, на полу лежали спальные мешки, в углу пластиковые пакеты с хлебом, тушенкой и консервами. Один термос был еще теплый, или ему так показалось. Он сел на ближайшую раскладушку, раздраженно выдохнул и решил подождать. Отъехали за бензином, или в поселок, или в магазин. Скоро явятся, и когда они явятся, ох и задам же я им трепку. Он прилег на скрипучую раскладушку, не снимая куртки, положил телефон рядом, хотел передохнуть минут 10 и сам не заметил, как уснул. Сон пришел тяжелый. Ему снилось, что он стоит посреди черной бурлящей реки. Вода вокруг не просто текла, она как будто жила, вскипая темными пузырями и поднимаясь все выше и выше, пока не достигла его подбородка. Он пытался плыть, цеплялся за что-то руками, но каждый раз его пальцы натыкались не на ветви и не на камни, а на скользкие гладкие поверхности. Словно под водой плавали гигантские кости. Что-то тянуло его вниз, не рывком, а настойчиво, терпеливо, будто зная, что вода все равно сделает большую часть работы. Он проснулся, хватая воздух ртом. В комнате было темно, хоть глаз выколи. Такая тьма бывает только тогда, когда вечер уже давно кончился, а ночь успела вступить в свои права. Он сел, не сразу понимая, где находится. Сердце колотилось быстро и зло. Воздух в комнате казался еще холоднее, чем днем. «Твою ж налево!» – выдохнул он. Рабочих все еще не было. Дом был по-прежнему погружен в тишину. Телефон, лежавший рядом на раскладушке, не включался. Аккумулятор сел в ноль. Артем выругался уже по-настоящему. Никакого света, кроме слабого, мертвенно-серого лунного отблеска, который просачивался сквозь щели в заколоченных окнах и прорехи в крыше. В этом свете комната казалась еще более чужой. Раскладушки, похожими на больничные койки, спальные мешки на мертвые тела, накрытые брезентом. Он встал, нащупал стену и пошел к двери. В этот момент этажом выше что-то тяжело упало. Звук был такой, словно на пол рухнул шкаф или человек больших размеров. Потом шаги. Медленные, тяжелые. Артем сразу решил, что это кто-то из рабочих. «Эй!» – крикнул он в темноту. «Вы там совсем охренели? Куда вы пропали? Я здесь, давайте сюда, разговор есть». Шаги стихли. На секунду стало так тихо, что он услышал собственное дыхание. А потом наверху раздался быстрый, тяжелый топот. Тот, кто был на втором этаже, сорвался с места и побежал к лестнице. Артем, все еще не понимая, что делает, вышел прямо к подножью лестницы, готовый обложить матом кого угодно. Лунный свет сквозь дырявую крышу едва серебрил перила и обломанные ступени. Наверху появилась тень, большая, просто нечеловечески большая.
Она подошла к самому краю лестницы и замерла. В темноте послышалось тяжелое дыхание. Артем уже начал было: «Ты что, совсем?» И тут из прорехи в потолке на миг упал лунный свет. Всего на одно мгновение. Но этого мгновения хватило. То, что стояло наверху, человеком не было. Фигура была почти человеческой по общему устройству. Голова, плечи, руки, ноги. Но все остальное шло против человеческой меры. Слишком широкая грудь, слишком длинные руки, почти до колен. Все тело покрыто спутанной, мокрой, свалявшейся шерстью или волосами, темными и блестящими, как мокрый мох. Под этой шерстью мышцы бугрились так, будто кожу натянули на чужую звериную анатомию. Лица он почти не разглядел, только плоский темный овал и что-то белое там, где должна быть пасть. Одежды на нем не было. Артем осекся. То, что он почувствовал в этот миг, нельзя было назвать страхом. Страх предполагает, что ты все еще имеешь дело с понятным порядком вещей. Это было скорее ощущение самой катастрофической ошибки в своей жизни. Он сделал осторожный шаг назад, нога зацепилась щебенку, что звонко шурша разлетелась по полу. Существо наверху взревело. Рев был не звериный и не человеческий. Он был таков, будто кто-то заставил говорить гнилой колодец, а потом тварь кинулась вниз по лестнице. Артем побежал, не думая, куда именно, только бы прочь, через темные залы, мимо сорванных дверей, через вестибюль к парадному выходу. За спиной грохотали ступени, падали обломки, ревело что-то живое и невозможное. Он вылетел из дома и бросился к машине. Дверь, ключ, сиденье – все это случилось как во сне, когда руки делают одно, а мозг уже давно опередил действие и видит только одно – уехать, 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 скорее уехать. Он повернул ключ. Стартер щелкнул сухо и мертво. Еще раз. Ничего. Аккумулятор сел. И тогда существо вылетело из дома. При лунном свете оно оказалось еще хуже, чем в помещении. Огромное, сгорбленное, но не медлительное. Наоборот, страшно быстрое, словно кошка. Оно неслось через двор и по пути, не сбавляя ходом, ударило боком в стоявший экскаватор. Экскаватор, тяжелая машина, перевернулся, словно игрушка, которую невзначай пнул неосторожный взрослый. Существо продолжило свой путь, никак не выказав дискомфорта. Словно столкновение с машиной весом в несколько тонн прошло абсолютно незамеченным. И вот тогда Артем окончательно понял. Перед ним не зверь, не сумасшедший, не пьяный огромный спортсмен. Ничего человеческого в этом монстре не было вообще. Он не успел даже выскочить из машины, когда тварь врезалась в нее со стороны пассажирского сиденья. Металл завизжал. Бок машины вмяло внутрь так, будто по нему ударили ковшом крана. Автомобиль отлетел в сторону и перевернулся бы, если бы не влетел другим бортом в дерево. От удара водительскую дверь распахнуло. Артема швырнуло наружу. Он вылетел на землю, покатился по грязи и камням, отбив локоть и бедро до такой боли, что на секунду ослеп. Но вскочил и побежал, хромая и матерясь во весь голос. Бежал, куда глаза глядят, лишь бы подальше от машины, от дома, от этого ревущего за спиной ходячего ужаса. Луна светила ярко, жестоко. В ее свете участок казался еще более пустым. Голая трава, мертвые кусты, черная тень усадьбы. Озеро впереди темное, неподвижное, словно вырезанное из металла. Существо гналось за ним по двору, ревело. Один раз Артем оглянулся и увидел, как оно бежит на 4 конечностях, почти касаясь брюхом земли, а потом снова поднимается на 2.
будто решает на ходу, какой способ движения быстрее. До берега было уже совсем близко. Он не думал, просто бросился в воду. Холод ударил как ломом по ребрам. Поздняя осень, озеро было ледяным, но этот холод все же был человеческим, понятным. Он почти радовал своей обыденностью. Через мгновение в воде всплыло первое тело, раздутое, бледное, с широко раскинутыми руками, рабочая куртка, на спине логотип фирмы. Артем оттолкнулся от него с таким ужасом, будто вода вдруг превратилась в яд. Потом мимо проплыло второе, потом третье. Одно было без головы, точнее, шея у него заканчивалась рваной темной воронкой. И все равно Артем узнал прораба по оранжевой жилетке и металлическому карабину на ремне. Вода вокруг была полна мертвых. Они всплывали и скрывались, сталкивались друг с другом плечами, медленно вращались, словно очистки в каком-то отвратительном вареве. А потом существо тоже влетело в озеро. Огромный всплеск, волна, что на секунду накрыла Артема с головой. И тишина. Артем плыл к середине, захлебываясь, уже ничего не соображая. Прошла, может быть, минута или две, тварь не появлялась. Утонула, безумно подумал он, не умеет плавать. И сразу понял, насколько жалко эта мысль. Судорога свела икру, потом вторую. Холод проник уже не в кожу, а в кости. Он оказался почти на середине озера и, тяжело дыша, попытался повернуть назад. До берега было далеко, до другого еще дальше. И тут снизу его кто-то схватил. Не за ногу, не за ботинок, за все тело сразу. Как будто вода под ним вдруг обрела руки, и его рвануло вниз. Холодная черная толща сомкнулась над головой. Он открыл глаза под водой и увидел его. Существо было рядом, почти вплотную. В воде его глаза светились бирюзовым светом, ярким, неестественным, как болотный огонь. Этот свет прорезал тьму так сильно, что Артем увидел дно. И увидел, что дно отнюдь не чистое. Оно было завалено костями. Кости лежали грудами. Целые скелеты, полуразобранные, белые, серые, обросшие водорослями, черепа, ребра, бедра. Целое подводное кладбище, сваленное в котловину, куда, видимо, река веками приносила не ил, а смерть. Существо тянуло его вниз, и Артем дергался, бил руками, выплевывал воздух пузырями, но пальцы только скользили по мокрой мускулистой шерсти, а светящиеся глаза смотрели на него с тупым, холодным удовлетворением. И вот тогда он увидел кое-что еще. Кое-что, после чего даже эта тварь показалась обычной цирковой мартышкой. Там, в самом центре костяной ямы, в вилистом дне, медленно раскрылось нечто. Сначала ему показалось, что это просто провал, расщелина, тень между нагроможденными костями. Но нет, тень двинулась, раскрылась шире, и он понял, что это пасть. Огромная зубастая пасть, зубы длиной в несколько метров, длинный гибкий язык, что вырвался из пасти навстречу Артему и монстру, что тащил его ко дну. Пасть жадно раскрывалась им навстречу, и последнее, что Артем Савельев успел почувствовать перед тем, как тьма и вода окончательно сомкнулись над ним, были не боль и не страх, а чудовищная, безнадежная уверенность в том, что усадьба князя Куракина никогда не пустовала. Она всего лишь кормила озеро.